Я покажу, как правильно залезать в десантный отсек БМП, во что превратили эту машину арабские дикари, почему машиной, которой 60 лет гордятся российские войска и хвастливо показывают ее на парадах, зачем к БМП приделали плазменную пушку, а в конце видео я покажу, как правильно эвакуироваться из БМП и почему улыбаться внутри нее может только человек ростом 160 сантиметров. И это поистине уникальная машина. Ее чмырили и хвалили одновременно. БМП-1 – это машина, которая изменила войну. Она обещала солдатам мобильность, огонь и защиту, а на практике часто ставила их перед жестким выбором – ехать внутри тесной бронированной коробки или же сверху, рискуя всем. А еще советские инженеры догадались сделать баки с топливом в задних дверях десантного отсека. И это просто шедевральное решение. А в этом году БМП-1 исполняется ровно 60 лет со дня принятия ее на вооружение. И они активно продолжают воевать, причем друг против друга на полях Украины. А сегодня я вам покажу самые удивительные экземпляры, которые мне удалось не только снять и увидеть, но еще и потрогать. В парке «Патриот» стоит БМП-1 из Сирии. Эта машина старая, с потертой броней и следами ремонта. Когда смотришь на нее рядом с другой техникой, то сразу становится понятно, что у нее за плечами тяжелая судьба. БМП-1 придумали как боевую машину для мотострелков, довести бойцов, поддержать огнем и двигаться дальше. Ну а в Сирии ей пришлось работать в совсем других условиях. Пыль, жара, разбитые дороги, тесные улицы и постоянные ремонты после боев. На таких машинах часто меняли многое прямо на месте. Что-то приваривали, чем-то прикрывали борта, латали пробоины или ставили дополнительные листы металла. Все это делалось не для красоты, а потому что экипажу нужно было выживать. Поэтому сирийская БМП-1 интересна не только как образец советской техники, но еще и как вещь с биографией. По ней видно, как машина, продуманная для одной войны, оказалась в другой, более грязной, хаотичной и тяжелой. В ней чувствуется настоящая полевая жизнь, пыльные дороги, работа механиков, усталые экипажи, желание дотянуть до следующего дня. Поэтому рядом с ней стоит задержаться хотя бы еще на минуту. Но самое страшное то, что если засунуть голову в десантный отсек, то можно учуять запах гари и жареного мяса. На форуме «Армия» в 2024 году показали БМП-1 АМ «Басурманин» с комплектом защитных экранов. С виду машина все еще узнается как старая БМП-1. У нее низкий корпус и знакомые борта, но башня уже другая. Вместо старого орудия поставили боевой модуль с 30-мм пушкой 2А-72 и пулеметом, как на более поздней бронетехнике. В этой машине интересно как раз сочетание старого и нового. Корпус остался от БМП-1, а вооружение и защита стали заметно современнее. Раньше главной претензией к БМП-1 было устаревшее оружие. Короткоствольная 73-мм пушка подходила далеко не для всех задач. У Басурманина вместо нее же стоит 30-мм автоматическая пушка, с которой экипажу проще работать по легкой бронетехнике, укрытиям и пехоте. Плюс сама машина проходит ремонт и модернизацию, получает обновленные узлы и становится все ближе по вооружению к БТР-82А. А на какой технике вы служили в армии, если служили? Напишите об этом в комментариях, очень будет интересно прочитать. БМП-1 Каша выглядит почти как обычная БМП-1, но роль у нее совсем другая. Буквы Каша обозначают командно-штабная. Такая машина нужна не для перевозки мотострелкового отделения, а для работы командиров и связи. Внутри размещали аппаратуру, радиостанции, рабочие места для офицеров, карты, документы и все, что нужно для управления подразделением прямо из машины. Снаружи ее часто можно узнать по антеннам и по более деловому виду. Меньше ощущения десантной машины, больше походного штаба на гусеницах. Интерес к БМП-1 Каше как раз в том, что она показывает другую сторону армии. Обычно внимание забирают пушки, броня, скорость, но без связи вся эта техника быстро превращается в набор отдельных машин. Командно-штабная БМП должна была держать контакт с подразделениями, принимать донесения, передавать приказы и помогать командиру видеть общую картину. В бою такая работа не выглядит зрелищно, но зато от нее зависит очень многое. Куда кто движется, где нужна поддержка, где потеря связи, где изменилась обстановка. БМП-1 Каша вместо штатной башни с пушкой стоит невооруженная башня-заглушка, которую часто называют имитатором башни. Боевой 73-мм пушки 2А-28 гром у нее нет, так же как и ПТРК «Малютки». Снаружи эта башенка нужна, чтобы машина сохраняла общий силуэт БМП-1 и не сильно отличалась от обычных машин в колонне. Ну а внутри место, которое у БМП-1 занимали вооружение и часть оборудования, используется под аппаратуру связи и также под рабочее место командиров. Ну а вместо пушки стоит антенна.
БМП-1 на российской стороне в СВО стала одной из тех машин, которые вернулись в строй не от хорошей жизни. На фронте БМП-1 чаще всего работала как транспорт для пехоты, машина подвоза и огневая поддержка на коротких дистанциях. Ее сильная сторона простая, она массовая, знакомая ремонтникам и сравнительно неприхотливая и может ехать там, где колесной технике довольно тяжело. Но старый корпус быстро показал свои слабые места. Броня БМП-1 защищает в основном от пуль и от осколков, а против современных противотанковых средств, мин, артиллерии и FPV-дронов машина очень уязвима. И поэтому на фотографиях с фронта часто видно самодельную защиту, решетки, экраны, дополнительные листы, антидроновые навесы. А в 2024 году такие решения показали уже и не только в полевых условиях, но и на выставках, включая БМП-1 АМ с дополнительной защитой. Парк БМП-1 у Украины заметно пополняется за счет поставок из Европы. Чехия передавала Украине пехотные боевые машины из своих запасов. В СМИ в 2024 году писали о 131 переданной Чехии БМП, а также о другой бронетехнике из своих армейских складов. Греция также передавала Украине БМП-1. Монитор поставок ОВС прямо отмечает, что машины семейства БМП-1 стали самыми массовыми среди переданных Украине БМП и составили больше половины всех поставляемых ей машин этого класса. Десантный отсек у БМП-1 тесный и неудобный. Машину делали низкой, чтобы ее было сложнее заметить и попасть по ней, но за это заплатили комфортом внутри. Бойцы сидят плотно с оружием, снаряжением, боекомплектом, иногда еще и с дополнительными вещами. На короткой поездке это терпимо, но на долгом марше быстро превращается в усталость. Мало мест для ног, неудобная посадка, тряска, шум двигателя и запах топлива. И еще одна проблема – это выход из машины. У БМП-1 десанта выходит через задние двери. И сами двери устроены необычно. Внутри у них топливные баки. С одной стороны, такая компоновка экономила место. Но с другой, это решение спорное, особенно когда машина попадает под обстрел. Высаживаться тоже не всегда удобно. Проем узкий. Бойцы выходят по очереди в полной экипировке и могут зацепляться за детали. А если рядом огонь или грязь, каждая секунда ощущается очень длинной. Главный минус десантного отсека в том, что он плохо подходит под современного бойца. Но главный минус десантного отсека в том, что он плохо подходит под современного бойца. Когда БМП-1 проектировали, снаряжение было легче и компактнее. Сейчас у пехотинца бронежилет, шлем, разгрузка, рюкзак, дополнительные магазины, иногда приборы связи или же противодронные средства. Все это занимает место, которое внутри и так в большом дефиците. Поэтому многие бойцы предпочитают ехать сверху на броне, хотя это и очень опасно. Внутри тесно, жарко. Тяжело быстро выбраться, а при подрыве или попадании шансов и то намного меньше. Но в любом случае лучше уж плохо ехать, чем хорошо идти, или лучше ехать хоть на какой-нибудь броне, чем под открытым небом и роем дронов. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях. А эта машина просто квинтэссенция идей БМП от советских инженеров. Раз БМП так классно перевозит топливо в своих дверях, то почему бы не превратить всю БМП в одну сплошную бочку? Топливозаправщик на шасси БМП – штука редкая и очень любопытная. Обычно БМП создают для перевозки пехоты и боя, но их шасси иногда переделывали под специальные машины – ремонтные, командные, эвакуационные, санитарные, инженерные, вспомогательные. В эту же логику вписывается и гусеничный топливозаправщик, особенно если нужно снабжать технику там, где обычный колесный бензовоз не пройдет. Главная идея такая. Берут базовое шасси БМП, снимают боевую башню или часть вооружения, освобождают внутренний объем и размещают внутри или сверху емкости для топлива, насосное оборудование, рукава, фильтры, запорную арматуру и иногда средства пожаротушения. Получается заправочная машина, способная двигаться вместе с танками, БМП и другой гусеничной техникой по грязи, снегу, разбитым дорогам и пересеченной местности. Это очень необычный проект, фактически не просто санитарная БМП, а попытка сделать из старого гусеничного шасси раскладной мобильный медицинский пункт мини-госпиталь. Суть идеи такая. Обычная БМП слишком тесная для полноценной работы медиков. Внутри базовой машины можно эвакуировать раненых или оказать минимум помощи, но организовать нормальное рабочее пространство сложно. Поэтому у этой разработки главный фокус – трансформация корпуса. У машины есть раскладная часть, которая увеличивает рабочую площадь на месте стоянки. То есть в походном положении это компактная бронированная гусеничная машина, а после разворачивания более просторный медицинский модуль.
Почему выбрали шасси БМП? Идея понятна. У БМП хорошая проходимость, она может идти там, где обычная скорая или грузовик застрянет. Грязь, снег, поле, разбитая дорога. Плюс есть бронекорпус, который дает базовую защиту экипажу, медикам и раненым. Для фронтовой медицины это важно. Эвакуационные медицинские машины должны работать близко к зоне поражения, где колесная техника часто уязвима. Узнали ли вы, где я сняла все эти БМП? Если да, то напишите в комментариях, где я побывала, чтобы снять для вас этот репортаж.